В моей жизни такое Эльдорадо в первый раз в жизни. Зной, жара, палящее солнце. Температура до плюс 45 градусов. Трехметровый снежный покров, ледяные ветра и до минус 55 в зимний период. Но даже в таких, казалось бы, суровых условиях природа способна удивить своим богатством и разнообразием. В этих степях можно встретить и кабана, и волка, и шакала, и косулю, и корсака, а иногда сюда забредают даже лоси. Но истинная жемчужина этой земли – это, конечно, гусь. Здесь, в этих степях, сходятся миграционные маршруты огромного количества птиц, в том числе и 10 видов гусей. Нигде в мире вы больше не увидите такой концентрации гусей, как в Казахстане. Среди охотников охота на гуся в этих местах считается легендарной. Именно ради этой охоты Дмитрий вновь отправляется в путешествие. Диву даешься, какой интересный Казахстан, насколько плодородная земля, а везде пшеница, просто бескрайнейшие поля. Вот такого я точно нигде не видел. Это очень красиво. Земля сливается с небом на горизонте. Просто не видно ни конца и края этим полям. Эх, интересная вообще земля и мир удивительный. Чтобы добраться до базы, ему нужно преодолеть порядка 1000 километров от дома и 700 километров от границы с Россией. Но при наличии желания и возможности прямо до базы можно добраться и на самолете из Алматы. Для этого в распоряжении базы всегда находятся пара самолетов, пилоты и подготовленная взлетная полоса. Интересно очень в природе устроено. Корсак выходит охотиться на мышей, тушканчиков, ежей, которых сбивают на трассе. В итоге очень часто попадают сами. Вот мы сейчас за 100 километров, я где-то, наверное, штук 15 уже насчитал сбитых лисиц. Прибыв на базу, Дмитрий сразу попадает к столу. Сегодня на обед национальное казахское блюдо козы. Готовится оно путем помещения в натуральную конскую кишку жирной конины с ребер. Причем колбаса не набивается фаршем. Обычно используется мясо с полосой жира на нем. Зачем нам охота? Столько мяса. И люди почему-то думают, что охота это мясо. Охота это совершенно другие чувства, так? Это же эмоции. Эмоции, конечно. Ой, красота. Это ж бешбармак, да? Нет такого, Плотно отобедав, охотники сразу же выдвигаются на вечерку. Нужно успеть расположиться, пока первый гусь еще не начал лететь. Нормально. Так тут жить можно, землянка целая. Главное желание. Вот это подход к делу.
Думал, на улице ветер, думаю, надо потеплее одеться. Оделся, костюм непродуваемый одел, ремингтоновский. А сюда пришли, здесь можно в футболке, в одной и в трусах ходить в таком жилище. Организовано все. Даже патроны уже стоят. Дмитрий, вы впервые в Казахстане? Да, я же говорю, за 20 лет первый раз. Ну как вам Казахстан? Да не знаю, видите, по людям же всегда к хорошему человеку едешь, все хорошо. Вот, да. Спасибо, дорогой. Ну, слушайте, это во-первых, а во-вторых, да не знаю, вот знаете, у меня нет этой, я вообще стараюсь к добрым людям по-доброму, а к плохим я их посылаю, как бы, вот и все. Как-то вот так. Дистанцируемся? Да, и у меня как-то, слава богу, это, знаете, Слушай, ну хорошего человека окружают хорошие люди. да, а Ты если сам сам не знаешь. говно, как бы, ну, редко, когда бывает что-то. Но бывает, тоже встречается, но в основном нет. Я как-то вот так мне по жизни, слава богу. Я в Бога верю, видите, как бы я верующий человек. При всем, при том. Все мы, у нас Бог в сердце. Да? Вопрос, конечно, философский. Охота же это дело такое праздное, по сути. Да. У кого есть возможности, тот охотится. Мы же не охотимся, чтобы там добыть птицу или зверя, а мы охотимся за эмоциями. Борис Степанович, у Господи. всех разные. Я никого тоже. Вот знаете, у нас тоже на канале там многие рознь вот эту сеют, типа, вот, а это не охотники ради удовольствия. Блин, елки-палки. Иди что-то сделай сначала, Сам как ты бы, а потом сделай для что-нибудь, удовольствия, да, занимайся. Выкопай окоп. И опять же, я не осуждаю людей, которые для пропитания занимаются чем-то, ну, там, охотой и так далее. То есть такой он сложный вопрос, но я говорю так, каждый должен знать себя сам, какой он и для чего он это делает. Если он в ладах совести, значит он делает все правильно. Если не в ладах, значит, ну, пусть что-нибудь пересматривает. Согласен с вами. Как-то вот так. Ну что, будем готовиться к приему. Да, да. Блиндажа такого я нигде еще не видел. Блиндаж, конечно, впечатляет. Створки откидные. Сидишь удобно. А то я в Оренбургскую область ездил. Там мы то в снегу вот так вот, как суслики, замерзнем, то это. Я в своей жизни, Борис Степанович, добыл, ну, 2 точно, может быть 4 гуся. Вот, не больше. 4 штук. Нет, здесь гусиный рай, конечно. Гусь собирается на Таймыре Ага. и, улавливая, значит, потоки воздуха северного, поднимается на высоту 3000 метров, парит, унося за собой, значит, собратьев на юг. И вот они сюда прилетают по Тургайской низменности, значит, в период, ну, с 15 сентября до конца октября и начала ноября. Здесь они жируют и потом разлетаются во все стороны. То на Каспий, то на Черное море, то в Иран. Гусь может налететь неожиданно. Поэтому надо быть готовым ко всему. Вот на нас прямо идут. На 6 часов прямо идут на нас, Борис Степанович. Я думаю, этих надо бить. Это уголь. Это уголь. Заходят. Нельзя угоря стрелять, да? Огарь – это не гусь, как можно было подумать, а подвид утки, иногда именуемый как красная утка. Издалека эта птица очень похожа на гуся, но при подлете
Ее можно легко отличить по характерному крику и красивому рыже-бело-черному окрасу. В Казахстане добывать огаря не запрещено, охота на него проходит осенью. Но в этом охотхозяйстве огаря стараются не стрелять, чтобы сохранить и приумножить популяцию. Первый раз у меня такой налет. 3 огаря были. Но Борис Степанович говорит, не надо стрелять. Идет на 6 часов. О, пошел. Пошли. Ой, там много на 7 часов. Ага, с километр. Да, ну вот сюда идет потихонечку вот эта стая. Я думаю, надо спрятаться. Прямо на нас идет, хорошо идет. И там стая штук 30, наверное. 20. Вот эти кружатся уже рядом. Дима, на нас идут. На нас, приготовься. Идут прямо на нас. Дима, прячься. Разряжайся. Короче, 3 огаря прилетели, нас спалили, они на выстрел прилетели, мы не стали стрелять. Они всем рассказали, что мы здесь, и все, больше к нам никто не прилетел. Вот здесь они такие. Не успели еще и поохотиться, а уже гусь есть. Гусь с луком. О, какая красота, ребята, наверное, вкусно. Сейчас попробуем. Это гусь прошлогоднего Понял? запаса. Понял. Домой мы не возим. Здесь запасаю немножко. И ребята кушают. Очень вкусно. Борис Степанович, я, конечно, с пустыми не мог руками приехать. Вот я изготовил по моему эскизу, ребята делают и продают эксклюзивно вот такую вот ножку. Посмотрите, как вам. Да. И главное, не тупится очень долго. Да, ну. Ножки рубил? Кому? Медвежьи ноги прямо перерубал. И думал, сломается, отколется, еще как-то. Но я его разно тестировал, всякое. Деревья не рубил. Ничего не откалывается, можно работать хорошо. Конечно, в обычной жизни не нужно так, чтобы упасить кости, но тем не менее. Вот какой? Это как клена дерево. Да, ручка точнее, да. Вот мне ближе как-то. Да? Ага. Вот и все. Все это ваше. Спасибо, дорогой. Ну вот на здоровье. Видите, охота в России. Ну да, и реклама. Да. Охота в России. Ну надо теперь начать делать охоту в Казахстане. Да. Так, вот утряночка у нас. Борис Степановичем мы сегодня, ребята, подготовили. Заранее тут сегодня дождь. Так что с Богом. Может, сегодня нам повезет. Утряночка хорошая. Опа. Посмотрим по Тут результату. можно тоже жить. Садишься на это. Ага. Вот примерно так, да? Понял. Когда он подлетает, ствол не должен торчать. Понял. Чем меньше он выглядывает, Ага. тем лучше. Но головой не крути, Понял. а только глазами смотришь. Ага. Вот он пойдет, он отсюда пойдет. Как машина идет. Ага. Понял. Налет уже вот
60 градусов, 70 градусов, тогда стреляем. Слева где-то. О, слева где-то идут. Два есть. Поздравляю. Вот справа гусь идет. Справа, Борис Степанович. О, серый гусь этого года, да? Этого года молодняк. Молодняк, но... Два гуся взял. Нет, Тоже молодняк, да? два гуся за сегодняшнее утро, но я, к сожалению, не стрельнул. Это пока включал камеру, Борис Степанович уже добыл, в общем. Так что, ну, добыча есть, слава богу. Стреляем. Ну, вроде попал, он дернулся, но слышно было по крыльям, попал куда-то. Сел. Вон, я его вижу. Дима. О, не знаю, уберись, что ли. Уберись, уберись, попадет дробь. Готов. Ну вот, пока так, но первый гусь. Это всего лишь 5-й гусь в моей жизни. Максимум. Иду доберу, чтобы не мучился. Дима, побежали. Спасибо, Борис Степанович, за охоту, за такую. Ага.
Бьем! Эх! Косечка. Огарь. Это угорь же был, да? Много. Штук 20-30. Бьем! Готов. Шестой гусь в моей жизни. Ага. Вон еще летят, Борис Степанович. Эх. Дима не допустил. Ага, понял. Огарь, не стали стрелять. Справа на 9 часов тянут. Опять заело. Второй падает. Ага. Немножко не допустили. Ага. Подождай. Ну, не это. Друзья, вот такая у нас получилась вечерка. Утром гусь весь собрался, ну его там не знаю сколько тысяч было, наверное, 5-6. И куда-то отвалил на другое болото. Вечером мало летело гуся, но где-то налета было штуки 3-4, очень много огаря. Огаря можно было настрелять штук, не знаю сколько, 10, наверное, точно. Прямо налетал хорошо. А серый гусь сегодня летел меньше, то есть ушел куда-то. Всего было, наверное, 2 налета, 2 или 3 налета было. И вот добыли мы сегодня 3 гуся и утром 2. То есть всего 5. Конечно, очень интересная охота, прямо завораживает. Но когда она организована хорошо, тогда интересно. Вот видите, у нас и подготовленные здесь окопы, засидки так называемые. Но это интересно тоже очень. А особенно интересные здесь в Казахстане рассветы, закаты, просто необъятное море полей. Вот, друзья, гусь, которого мы ждали, он ушел в другую сторону и вот сейчас возвращается на озеро. Просто и вот тьма, тысячи.
Такое количество гуся в этих местах – это не случайность, а результат многолетней, продуманной и жесткой политики по охране популяции, проводимой владельцем этого уникального охотхозяйства. 30 лет назад я побывал здесь, и я буквально влюбился в эти места, потому что я и родился в таких же местах. Поэтому, когда я увидел эти озера, когда я увидел эти поля, и мне вот стало, знаете, вот побываешь, сразу тебе по душе. Вот. И мне стало так хорошо здесь, значит, я попросил выделить мне одно хозяйство небольшое, но с захватом 4 озер. Организовал сначала одно хозяйство, потом второе, потом третье. И сейчас у нас где-то порядка 5 хозяйств, где очень много дичи. Я даже вот на примере серого гуся, его было там несколько десятков, ну, может, 1,5-2 десятка пар семейных. А сейчас, значит, гуся видите сколько? Ну да, тысячи. Тысячи гуся. Тысячи. Серого. А когда придет, значит, северный гусь, его здесь сотни тысяч. И, конечно, в этом плане надо достаточно бережливо относиться к этому фонду, потому что она уникальная. Там ведь гусь собирается на севере, потом, значит, ловит попутные северные ветра и летит на высоте там 3-4 тысячи метров. Направление, которое они придерживаются, они летят строго по Млечному пути, ну, ориентируясь на Млечный путь, летят ночью, ну и 2-3 суток им достаточно, чтобы они прилетели в наши места. Здесь они жируют, где-то обычно хватает 3 недели в среднем, чтобы они набрали жир и разлетелись уже в разные места. Есть 2. 2 есть. Слева идут, Дима. Готовься. Еще 2 выдавил. Ладно. Высоконько шли. Готовься. Готовься. Ранил.
Эх, ранил, и он на воду утянул. Так, налет хороший, но немножко я поторопился. Я думаю, еще будут налеты. Там летит что-то. Посмотри. Угорь. Пшеницей так пахнет. Ух ты, слева еще летят где-то. Эх, ну что же это такое? Не заряжено, понятно. Ах. Такое. Орел кружит, сел прямо на мою добычу. Убежал. Три осталось тут. Один убежал. Это ж надо с такой, а? Ну ладно, ничего страшного. Так. 3 гуся. Не, надо еще посидеть. Посмотри. Вон. Один убежал, который вот здесь вот упал. Там и кровь есть, и все есть. А гуся нету. Так и вон летят. Слушай, нет, давай еще посидим. Много летят. Все, полетел. Классное утро. Добыли 4 гусей. В моей жизни такое Эльдорадо в первый раз в жизни. Налетов было очень много. Один раз вообще просто цирк. Гуси были, как полетят отовсюду, а я не зарядился. Ну, как обычно бывает. В общем, гусь вот так вот летит 5 метров от меня. Я не стреляет, короче. Налетов было просто масса. Можно было, конечно, набить где-то и
20 гусей при хорошей стрельбе и опыте. Когда уже вставать, когда не вставать, в общем, все равно ко всему нужен опыт и настрел, скажем так. Нашел гуся! 5 гусей! Но в целом гуся здесь просто очень много. Я больше не видел. Это настоящая Эльдорадо. И здесь интересно охотиться. И пока не жарко, не холодно, очень комфортно в скрадке сидеть. В общем, я счастлив, одним словом, ребята. Чего и вам желаю, такую вот охоту. Казахстан, конечно, по гусю, наверное, одно из лучших мест в мире. А может быть и лучшее. Вообще гусь хозяин, я считаю. Или там медведь, или гусь, или кто. Он главное действующее лицо. И когда я приехал, я сразу сказал: ребята, не мною придумано, но у гуся должен быть свой дом. У гуся это озеро. Я никогда не стреляю на воде. Поэтому гусь знает это. Он говорит: здесь порядок. Поедем к Борису Степановичу. Полетим к Борису Степановичу. Да. Визуально он меня, может, не видел, не знает, но знает, что озера строго охраняются. Это их вот дом. Потом зона покоя там колеблется от километра до 2. И это значит, в этой зоне стрелять нельзя. Да и какой охотник позволит себе рядом стрелять? Много. Я видел разные охотхозяйства и видел там, где нас прямо приводили, грубо говоря, весной, где он взлетает. Вот. Правда, слава богу, мы ничего не добыли. Я тогда был первый раз на гусиной охоте. Но тогда расстроился жестко. Я же не знал эти все правила. А вот сейчас вижу, что гусь действительно, его, во-первых, много, то есть большое количество, ребята, гуся здесь. Во-вторых, 6 охотхозяйств. В каждом охотхозяйстве у вас, я так понимаю, кордон, да? Кордон — это значит, там есть дома для проживания, это значит, что тут есть какой-то базовый лагерь для охотинспекторов и так далее. То есть охраняется все достаточно жестко. Помимо этого есть несколько хозяйств, то есть можно приехать людям с разным достатком. То есть мы сейчас находимся в базовом лагере, кордоне, да? Базовый получается. Да. Зачем мы едем? Мы едем на охоту за эмоциями. Не просто, что мы возьмем там несколько гусей и, значит, насладимся. Конечно, кровь у нас такая, что она тоже помнит. Когда-то мы добывали, значит, только на еду, а не ради удовольствия. Да и удовольствие, когда ты видишь, значит, красивый выстрел, красивое, значит, сочетание совести, сочетание твоей цели, твоей охотничьей натуры. Поэтому я, значит, первое, что на озерах мы не охотимся. Ну, неправильно зайти на территорию гуся, где он там отдыхает, где он там делится секретами своими гусиными. Говорят, там, туда нельзя, там стреляет, туда нельзя, там, значит, опасно. Поскольку вот вы правильно отметили, я тоже встречал таких людей, которые: да на воде там можно стрелять, там еще что-то. Это я считаю неправильно. Гусь должен отдохнуть, гусь должен где-то, значит, быть. Ну, мне ребята сказали, что даже вы не только гостям не позволяете, что сами даже не стреляете. Я думаю, ну, Борис Степанович молодец. Говорит, он никому не позволяет и сам не стреляет ближе километровой зоны. Да и тем более на воде еще где-то. Правильно, Дима. Но всегда начинается с самого себя. Ведь детей можно говорить что угодно. Но когда они видят, что папа делает по-своему, они все равно смотрят наблюдательно. И также и охотники. Если ты сам владелец или хозяин, или какое-то, значит, лицо, которое там имеет какие-то определенные права, и ты сам нарушаешь, ну тогда о чем говорить? Готовься, Дима.
Обошли стороной, говорю, нас. То, что в нашу сторону летят, уже хорошо. Обошли стороной где-то метров 300-400. Ну, может, налетят, думаю. Если бы туда все уходили, вот это было плохо. А так все равно кто-то налетит. Ну да, сегодня не такой Эльдорадо, как вчера. Два гуся сели. Одного взял. Одного взял, Дима. За сегодня 3 гусей сбил. Вот, так что хорошая утрянка тоже. Сейчас буду искать. Как вам вообще сюда попасть можно? Можно сюда приехать или нет? Конечно, можно приехать, потому что, в принципе, ну, мы можем принять, значит, любого уровня людей. Но речь-то не идет. Я всегда как бы избавлялся, просто говорил, слушай, чем больше охотников, тем больше нагрузка на животный мир. Поэтому я так старался минимизировать это. Может быть, на меня обижались, но для простых людей я всегда старался выделить так, чтобы были такие же равные условия, как и у всех. Только одни требуют большего внимания. У меня тут разные друзья, разного уровня благосостояния. Но тем не менее, значит, все уезжают и мечтают. Кто бы тут ни был, они потом им снятся сны С гусями, с налетами, да? У меня много друзей по миру. И когда они разлетаются, они говорят, как хорошо было у тебя. Да. Как замечательно, мне бы хотелось вернуться. Борис Степанович, я это подтверждаю. Ребята, провел я здесь 3 дня. У Бориса Степановича, конечно, готовил отдельный повар. В общем, выделен был человек, который со мной, Денис, вот ездил и помогал как бы на утрянке, на вечеровке и так далее. В моей жизни это самая лучшая гусиная охота, которая у меня была, потому что добыто было порядка 10 особей. Норму, в принципе, мы выполнили. И я остался очень доволен, поскольку вы сами вот сейчас видите в фильме, какие здесь шикарные налеты. И гуся реально очень много. Я был в разных хозяйствах, в основном эти были общедоступные, либо там полуобщедоступно коммерческие какие-то. Но по факту гуся мы только слышали, что гуся много, приезжайте, приезжаем. Гусь ушел. Поэтому на этой прекрасной ноте пожелаем Борису Степановичу
удачи в развитии в хозяйстве. Фильмы делали с душой про Казахстан, про наш братский народ. Надеюсь, что вам понравилось, а может быть мы приедем сюда еще не раз. И вы увидите другую охоту, которая есть в Казахстане, еще более интересная. Всем добра, пока. Бьем!